Итак, это 12-я часть пули из говна или просто сокращенно пик, и в этом видео я бы не сказал, что будет прям, знаете, прокачка компьютера подписчика. Я бы даже сказал, это экспериментальный выпуск. В общем, в этом видео я особо ничего прокачивать зрителю по имени, то есть в этом видео я особо ничего прокачивать зрителю по имени Серега не стану. У него нет вообще компьютера, это как бы вот впервые такое на канале. Он начал потихонечку как бы собирать на свой ПК и даже купил видеокарту 1050 Ti и еще там взял по мелочам жесткий диск. В общем, медленно, потихонечку он скапливает, но все равно цены сегодня очень высокие, вы об этом знаете, и его мечта отдаляется от него, и поэтому все, что у него есть, это старенький Xbox и не самая высокооплачиваемая работа. У меня же наоборот есть подаренные железки и возможность сделать подписчикам конкурсы и также делать вот такие добродельные компьютеры. Мне понравилось видео обращение, которое сделал подписчик Серега. Кстати, вы тоже можете оставлять свои заявки в моем паблике Пошелестим. Возможно, именно вы станете следующим, кому вот как бы прилетит вот такой подарочек. В общем, Серега в своем видео не пытался, знаете, вот давить на жалость, то есть рассказывать, как там все ужасно и как он, знаете, мучается без компьютера, ну то есть все эти слезливые и душные истории. Нет, он показал кусочек своей жизни и четко, понятно объяснил, зачем ему нужен компьютер, что он будет с ним делать, и его цели мне показались амбициозными. Да и сам он смотрит все мои видео, ставит лайки, в отличие от некоторых. Короче, я решил собрать, сделаем в его маленькой комнатке небольшой сетап, поставим стол, поставим кресло, мышку, клавиатуру подключим, микрофон, и пусть снимает себе свои стримы, обучая меня в этом видео, точнее, хоть и сама сборка и стоит примерно 70 тысяч, но из-за видеокарты зрителя там есть некоторые сложности, об этом я расскажу чуть позже, а сейчас давайте небольшая рекламка наших спонсоров видео, и речь идет о всеми известном гипермаркете электроники Comfy. И прямо сейчас уже стоит задуматься о том, что подарить своим близким под Новый год, и по этому случаю в Comfy на самые популярные товары действуют скидки прямо сейчас, и можно купить не только компьютерные железки по удачной цене, но и также игры, мониторы, ноутбуки и еще множество иных товаров. Я бы лично обратил ваше внимание именно на игровые ноутбуки, ведь сейчас собрать компьютер довольно недешево, и поэтому хороший ноут может по сути заменить вам домашний ПК. Например, самое важное, что встроенная видеокарта там была хотя бы на уровне GTX 1650 или даже встройка MX 450, ну и процессор тоже в идеале хотя бы 4-ядерный 8-поточный, и при этом еще оперативной памяти тоже нужно минимально 8, а лучше, конечно, понятное дело, 16. Одним словом, советую зрителям изучить ассортимент на сайте Comfy и также скачать и пользоваться фирменным приложением, в котором можно получать бонусы, отслеживать цены, делать покупки, используя просто ваш смартфон. Рекомендую, ссылочки смотрите в описании. Ну а мы вернемся к нашей теме видео. Итак, собирая компьютер подписчику с далеко не самой мощной видеокартой 1050 Ti, я хотел использовать примерно сопоставимое железо, и чтобы не сильно, прям знаете, переплачивать, и чтобы при этом в будущем подписчик сумел даже прокачать эту машину, и поэтому оптимальным мне показался именно вот 12-поточный 6-ядерный Ryzen 5 3600 с материнской платой на B450 чипсете, причем материнка у нас серьезная, она стоит почти 8000, и она позволит мне сделать предельный разгон процессора вплоть до 4300, возможно даже 4500. Далее в эту сборку я поставлю 16 оперативы двухканале, причем память очень быстрая на частоте 4133 от компании XPG, и называется она Spectrix D45G. Эту премиальную память под видео мне дали старые друзья из ADATA, за что им отдельное спасибо. Я попробую покрыть ее, то есть покрутить ее в настройках BIOS. Возможно, все же я придется как бы опустить 400, то есть 4133, это выше рекомендованных 3800 Infinity Fabric, там вроде бы делится вся частота 1 к 2, короче, под Ryzen память выше, чем 3800, нет смысла ставить, и далее в эту же материнку с этой памятью я поставлю также быстрый SSD 500 XPG Spectrix S20G, и вообще в этой сборке будет еще, кстати, вот блок питания и корпус, жидкостное охлаждение, и все это от компании ADATA. Я не стану прямо вдаваться в подробности каждой железки, но важным здесь является буквально все, и более всего именно водянка, ведь она будет как бы сдерживать не только высокие частоты процессора, но и в будущем, если Серега вдруг внезапно захочет, скажем, поставить, я не знаю, там топовый Ryzen 7 5950 или что там самое мощное, но такая вот водянка, в общем, XPG, я уверен, придется ему в самый раз. И то же самое я бы хотел сказать и насчет блока питания. Core реактор, внимание, у него целый 850 Вт. Это слишком крутой блок для этой сборки, тем более с учетом, что здесь будет, внимание, напомню, стоять 1050 Ti, однако в этом видео мы пойдем чуть-чуть дальше и проверим, что будет, если поставить сюда в эту сборку, скажем, вот RTX 3070 Ti, чисто ради интереса. И вот тут как раз и посмотрим, насколько перспективная данная
данная сборка для подписчика. Но окей, в конце хотелось бы еще сказать пару слов про корпус. Он, кстати, не является премиальным, это обычный аккуратный кейс XPG Defender, стоит он примерно 7000, и все у него отлично, кроме цвета черного и фильтра сверху. К сожалению, у меня так сложилось, вот есть такая-то вот нелюбовь именно к черному цвету корпусов и пылевым фильтрам именно сверху. Это уже как бы мои личные психологические проблемы. Вот, в целом же перед нами стандартный корпус ITX, у него есть возможность установки видеокарты вертикально, точнее лицевой частью. Наверное, больше о данной сборке и об этом корпусе как бы нечего сказать. Все довольно качественно, все хорошо работает, и дополнительно я использовал здесь немножечко подсветки на кабеле питания. Хотел также сделать это же с видеокартой, но карты нет вообще питания. Конечно, все очень печально и ужасно, и даже не смешно, что почти за 80, то есть за 28-30 тысяч подписчику пришлось купить какую-то там 1050 Ti, хотя вот изначально еще год назад он планировал за 30 тысяч купить ну хотя бы RTX 2060 или там 3060, именно столько должны были стоить эти видеокарты, но в итоге что получается, он купил 1050 Ti, это и смешно, и печально одновременно. Ладно, здесь не об этом, итак, ПК собран, все в порядке, я поднял частоты процессора до 4300 по всем ядрам, можно было, конечно, и 4500, важно. Оперативную память я тоже особо не мучил, просто чутка ужал первичные тайминги, выставил там 16, 19, 16, 35, частоту я выставил 3733 с учетом Infinity Fabric, и в конце, конечно, я установил Windows 10, обновил все драйвера, обновил BIOS, и, кстати, друзья, Windows 10 я купил за $9 на сайте CaseFun. Если более подробно, то это дешевый настоящий OEM-ключ Windows 10 Home, который на 100% является официальным и активируется онлайн. Плюс к этому в данном сторе можно найти не только ключи на Windows, но и множество продуктов в электронном виде, а именно ключи для игр, антивирусы, всевозможные рабочие офисные приложения и еще множество различных диджитал продуктов по очень приятным ценам. Также скоро в конце года на сайте CaseFun пройдет крупнейшая распродажа, и цены станут еще ниже. Активируются все эти Windows и офисы, все довольно просто, я сам лично проверял. В общем, залетайте на сайт, приценивайте, ссылочки смотрите в описании под этим видео, плюс также применив купон с названием SLV50, вы получите свою приятную скидку. Заходите, выбирайте, я думаю, вам понравится. Ну окей, что ж, ПК у нас как бы настроен, Windows тоже поставлено, и можно теперь тестировать, и начнем мы с Counter-Strike. Выставлять я буду везде средние настройки, местами возможно средне-высокие, и тестировать дюймов или, по-моему, 30, если я не ошибаюсь, его разрешение чуть больше, чем Full HD, а именно 2540 на 1080, поэтому мы наблюдаем, то есть вы будете наблюдать снизу вот такие черные поля, потому что это широкий формат 21:9. По качеству он, кстати, нормальный, что странно, потому что это китайский дешевый продукт, и самое важное, что у него цена очень низкая и поддержка есть 200 Гц. Итак, в общем-то, давайте к нашему Counter-Strike, и тут на средних с 1050 Ti примерно 200, возможно, 280 кадров. Мне кажется, даже можно было и высокие выставить, но, короче, в Counter-Strike нет проблем, и следом усложняем задачи и посмотрим на Apex Legends. Кстати, именно Apex больше всего залипает Серега на своем Xbox, поэтому было важно, чтобы именно в этой теме у него было, ну, хотя бы стабильные 60 кадров. Для этого, зная об этом узком месте в этой сборке именно 1050 Ti, я решил выставить средние настройки, высокие, возможно, местами настройки, но масштабирование я поставил на 70%. И в таком случае видим с вами хоть и небольшой мульсон, зато есть и самые заметные 60 кадров. То есть даже с такой вот явно немощной видеокартой можно найти компромисс. И самое интересное, это температура процессора и видеокарты внутри этого корпуса. И тут проц даже в разгоне не превышает 50 градусов, а видеокарта держится обычно не больше 65. Короче, пока что все эти сетевые шутаны смотрятся достойно. Я уверен, в доте и в танках тоже не будет проблем, но что будет, если, скажем, запустить Watch Dogs 2 или Tomb Raider или даже Cyberpunk? Итак, в первом случае в Watch Dogs 2 на средних все в порядке, есть стабильные 40, возможно 50 FPS. Можно, скажем так, нормально пройти игру, все же это не 20 кадров, поэтому здесь как бы у меня претензий нет. Далее у нас последняя часть Tomb Raider, тут, значит, тоже я выставил средние настройки, но, внимание, выключил всякие там эффекты волос и прочие динамические тени. И получаем в таком случае примерно те же цифры, что и Watch Dogs, а именно 40, там 50 кадров, и тут тоже можно нормально пройти игру. А вот в Киберпанке уже все, сразу как бы мне сказали до свидания этой самой 1050 Ti, тут на средних очень ломаная картинка, фреймтайм под 40 или даже больше, а вот на фоне 20-25 кадров это все выглядит очень даже печально. Одним словом, это некомфортно,
и только если понизить настройки до самых низких, можно хотя бы получить, ну там, консольные 30 FPS. И то это не совсем, знаете ли, консольные, все равно картинка, ну, не очень плавная. И вот, наверное, уже здесь можно заканчивать тесты. И теперь давайте с вами вместе, скажем так, пофантазируем и прикинем, что будет, если, скажем, Серега получит повышение на работе, и ему начнут платить серьезные бабки, и он, скажем, накопит и возьмет себе, допустим, RTX 3070 Ti. Я уже снимал однажды видео об этой видяхе от Polit, это их топовая версия, стоит такая пушка примерно 120 тысяч рублей сегодня, если я не ошибаюсь. Ну, как бы у меня нет возможности дарить вот такие видеокарты по 120 тысяч своим подписчикам для этой рубрики. Однажды я уже, если помните, сделал конкурс на 3070 Ti на своем канале, и если честно, то как бы, ну, я пожалел, ибо видяху получил парень из Питера, у которого уже, кстати, внимание, стояла дома RTX 2080 Super. То есть парень просто получил бонусом еще одну видеокарту за 120 тысяч рублей. Я уверен, 100% он ее продаст, и вот как бы это вот такой вот конкурс. Поэтому я больше не делаю конкурсы на железки, что стоит, скажем, там больше 70 тысяч, потому что это вообще печальный рандом. И вот Сереге чисто ради интереса, как бы вот мы проверим именно эту 3070 Ti от Polit, чтобы узнать весь потенциал этой сборки. Итак, запускать будем все те же игры, но теперь уже на ультра настройках и только без Counter-Strike. Его как бы здесь проверять особо нет смысла. Там, понятное дело, будет 1000 кадров. Ну ладно, что ж, сперва давайте таки проверим любимую подписчикам Apex Legends на ультра настройках. И тут у нас 110-140 FPS без особых проблем. Хотя я думал, если честно, будет ну больше, чем 160-180. Видимо, все-таки вот небольшой недогруз видяхи божественным Ryzen 3600. Да, мне кажется, вот для него слишком тяжелая эта видяха 3070 Ti. В идеале под такой процессор смотрелась бы, наверное, RX, то есть RTX 2060 или там 1660 Super. Но в любом случае это чисто ради интереса. Я для себя лично хотел узнать и для зрителей показываю вот именно предельную возможность сборочки. И следом давайте таки запустим Watch Dogs вторую часть. И тут, друзья, ситуация примерно схожа, что было и с Apex. Здесь как бы есть стабильные 70-100 кадров на ультра, но снова видим небольшой недогруз по видяхе, и это уже, знаете, меня начинает немножко подбешивать, что даже в разгоне шестиядерный 12-поточный процессор не выжимает из 3070 Ti все ее возможности. Да, конечно, под 1050 Ti тут все тащит под 100%, карточка там просто себя чувствует очень замечательно, однако с мощной 3070 Ti уже как бы нужен здесь более крутой процессор, хотя бы 10600 и так далее. Ну и в конце все-таки давайте запустим Cyberpunk. И тут, наверное, уже давайте заканчивать все эти тестирования. Почему? Да потому что на очень высоких настройках, без трассировки, но с DLSS в режиме качества видим 70-90 кадров. Однако тут из-за того, что Cyberpunk съедает все ядра Ryzen 3600, очень сильно начинает проседать видеокарта, вплоть до 60, возможно 70% от ее предельной мощности. Короче, все тут понятно. Если станет Серега, скажем, прокачивать свой ПК, то ставить под Ryzen максимум здесь можно 1660, то есть 1660 Super или RTX 2060, но что-то более мощное ставить там, то есть в эту сборочку, например, 3070, это будет просто выброс кэша на ветер. Ну, как бы на этом у меня все, друзья. ПК и стол, и кресло, и монитор уже у Сереги. Я думаю, он останется полностью доволен. И если тоже ты хочешь принять участие в 13 части пули из говна или просто пик, то оставляй свою заявку в моем паблике Пошелестим, напишите про свой ПК и снимите видео обращение или просто без видео обращения, но как-то вот не знаю, там интересно. Но самое важное быть настоящим подписчиком моего канала, и там, возможно, судьба улыбнется именно тебе. Кто знает, но даже если у тебя нет ПК и нечего прокачивать тебе, то ты тоже можешь принять участие и поделиться своей историей. Это тоже теперь входит в рамки данной рубрики, потому что я расширяю границы, и получить ПК сможет любой абсолютно зритель. На этом у меня все. Подписывайтесь и не болейте. Увидимся уже очень скоро. Всем удачи и пока-пока. Все, компьютер пришел, я достаточно доволен, мне очень нравится, скорость достаточно быстрая, не лагает. Большое спасибо Яну Шелесту.